Мы идем положить цветы. Мы сейчас покажем. Там вот похоронен сын Чарли Чаплина. Вот там, в том ряду. Но мы сейчас все покажем. Пойдемте. Вот я знаю, что здесь похоронены знаменитые актеры два. Вот тут вот французская актриса похоронена, знаменитая времен немого кино. Видите, губы даже. Да, здесь похоронен оперный певец. Вот там, сейчас бабушке положим могилу, на могилу цветы бабушки положим, там похоронен Виктор Флеминг. Нет, подожди, сейчас. Пойдемте. Сейчас мы все покажем, но... Вот. Давай. Ставим цветы. Да. Бабулечка, ну ты моя самая лучшая. Прости меня за все, Господи. Кладем этому знаменитому актеру цветы. Есть фильм, который мы сняли, когда посвященный бабушке. Фильм, когда мы снимали. И он там, кадры из фильма, в котором он играл. Вот это Малвейн, он кинорежиссер был. И его жена тоже здесь похоронена. Его имени даже нет. Джон Уэйн снимался во многих фильмах. А его жена снималась в фильмах с Чарли Чаплином. Вот дальше там похоронен Каллинс, актер, который довольно-таки тоже был знаменитый. Сейчас мы его положим цветочки тоже. Вот здесь похоронена знаменитая довольно-таки актриса, вот она. И она была, да, чуть ли не одной из главных в гильдии американских актеров или директоров, Screen Actors Guild. Она принимала важные решения и законы и так далее в актерском союзе. Вот такой был важный человек и так скромно просто лежит. Да. Вот здесь вот, давай Карлицу положим цветы. Вот и мы положим. Здесь так много всяких известных людей. Меня потрясает. Да. Всем поставить. Да, меня потрясает, что такие знаменитые были люди, и у них нет цветов ни у кого. Потому что проходит время, умирают родственники, все умирают. И потом просто кто-то вообще не имеет никого, кто бы пришел на могилу. Да, вот брат Рудольфа Валентина, ему кто-то принес камешки. Альберто Валентина. Вот, ну а его брат, он похоронен, знаменитый актер Рудольфа Валентина, похоронен в другом мавзолее кафедральном. Он уже закрыт, мы туда не попадем сегодня. Вот здесь урна с прахом гитариста знаменитого, который играл в «Криминальном чтиве», например, мы все знаем эту музыку. Знаете, вот эта вот знаменитая гитарная такая. Это он играл. Вот его фотография. Дик Дейл. Дик Дейл, да. Такое звучание очень калифорнийское. И вот там вот у нас жена, первая жена Чарли Чаплина. Вот он, вот это, но плохо видно. Харрис, ее зовут Харрис. Да, вот она. Милдред Харрис. Но ей мы цветы не сможем положить, наверное. Виктор Флеминг. Режиссер, который снял фильм «Унесенный ветром». Один из самых лучших фильмов, которые я видел. Меня потряс. Да, по соседству с моей бабушкой. Не только. Я попросил его, что ты загадал желание. Сина Оуэн. Я с ней нашел сцену из немого кино, где она прямо у Коронадо гостиницы в Сан-Диего, где снимали фильм с Мэрилин Монро «Джентльмены предпочитают блондинок». В джазе только девушки. А в этой же гостинице снималась до Мэрилин Монро вот она. В другом фильме. Да, я сейчас ей цветочки тоже положу. Последние два красных цветочка, больше нету.
Да, мы просто Вот. сейчас его сами найти. Да, белый ему подарим. Принесем. А вот у оперного певца нету для вас. Ничего странного, для цветов вас. Да, ну вот. Жалко ее, молодая, красивая. Ну сколько она прожила? 88, а родилась она в 1798. 88. Она прожила 90 лет. Да, то есть не совсем шмот. Да, пойдем за букетом. А, вот здесь надо обязательно показать как ее звали? Они здесь сделали ремонт. Да. Помнишь, как ее звали? Вот актер и еще крупный актер. Вот этот актер. И Ева Тангли. Над небом голубым есть город золотой, с прозрачными воротами и яркою стеной. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как рыжий огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, третье — золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она всегда твоя. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда твоя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей. С ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Sanctuary of Trust. Это прибежище доверия. К сыну Чарли Чаплина. Здесь вот знаменитый комедийный исполнитель. Он довольно-таки был знаменитый. И актер, да. Там вот какая перспектива, покажи. Мы когда первый раз сюда попали, там не было человека. И вот недавно захоронение справа появилось. Это, видимо, семейный. Вот здесь знаменитая актриса, она умерла в 103 года. У нее были проблемы что-то с политикой. Она что-то говорила, что не нравилось американскому правительству. Ее не давали особо снимать. Может быть, даже она была в черных списках. 103 года прожила, длинная жизнь. А вот сыну Чарли Чаплина мы сейчас положим. Вот цветочки. Я вот так налью водичку. Вот. И положим ему тоже. Здесь он похоронен со своей бабушкой. А это мама жены Чарли Чаплина. И та жена Чарли Чаплина, одна из его жен, я точно не знаю, какая вторая или какая, точно не знаю. Первая там, где бабушка, она похоронена на другом кладбище, называется Валхалла. Валгалла означает чертог мертвых или дворец мертвых. Вот Джудит Инуда, ей поставили памятник, и вот ее урна с прахом вот здесь. Вот мы тогда возьмем и поставим ей цветочек тоже. Ой, такой маленький. Вот такой. А он и здесь не устоит. Устоит, да? Вот так. И красивый цветочек. А где Соколов, не помнишь? Нет. А где женщина, которая говорит: я сплю, отойди, не мешай? Пойдем, пак. Где? Хорошая память у тебя. Дальше. Какая у тебя. Вот, нет. Вот Джон Хакет, написано у нее: уходи, я сплю. Мы ей тоже положим цветочек. Последняя вода и цветочек. Больше не могу класть, потому что Джо Дассену не хватит тогда. Но ей надо положить. Написано: уходи, я сплю.
Go away, I'm asleep. И здесь вот, где похоронена моя бабушка, просто рядом Джуди Гарланд. Та самая девочка, вот русские люди похоронены тоже, которая играла в «Волшебнике изумрудного города». Вот это называется павильон ее имени. И вот если мы уже не попадем, он закрыт. В 4 часа все закрывается, нам пошли навстречу, мы опоздали немножко. Вот она там. Джуди Гарланд. Обычно фотографии ее все время по-другому чуть-чуть. Да, все чуть-чуть по-другому выглядит. Она приезжала в СССР на гастроли. Ума Сумак, знаменитая. У нее был голос особенный, она брала очень высокие ноты. И вот «Пятый элемент» фильм, мне кажется, это взят вот с нее, когда она там так, так очень высоко. Ну вот ее здесь похоронили. И у нее всегда цветы, кстати, сейчас другие цветы. Увеличь покрупнее. Золотые были. Были розовые, сейчас другие, зеленые. А рядом тоже какая-то актриса. Смотри, покажи красивое лицо, а внизу полицейский. Я не слышу. Здесь похоронена актриса, которая озвучивала мультфильмы, как я понимаю, написано Voice Actress Extraordinaire, то есть она голос озвучивала экстраординарно. Что-то может быть, это знаменитое, надо посмотреть ее имя. Люсиль Блисс. Вот такое вот здесь. А вот тоже, ну, неизвестно, кто, я не знаю. Это часть тайская. А вот покажи, какой огромный построили, многоэтажный. Это новый. Он еще пустой. А может быть, и уже начали, я не знаю. Потому что мест не будет. Вот в аббатстве псалмов, где мы, это тайская зона. И здесь израильская, еврейская зона. Вот в таких катафалках привозят на прощание. Еврейская зона, где Джо Дассен похоронен. Сейчас мы туда придем. И мест не будет в аббатстве, уже практически нет. В аббатстве псалмов, где бабушка. Написано Hallowed Forever. И вот в таких вот гроб. Да. Покажи вперед. Я думаю, что это 30-й. Да, значок на Йете, вот так покажи крупно. Rolls-Royce. А вот это контора главная, где все вот оформляют. Пойдем к Джо Дассену положим цветы и к Дэвиду Линчу. Фонтанчик очень красивый здесь, приятный такой. А вот там надпись «Голливуд». Вниз опусти, чтобы показать фонтаны, кладбище. Вот. Ну и пойдем вот там, вот повернись, камеру, если ты повернешь, вот там, вот где обелиск, там Джо Дассен похоронен. Мы сейчас туда пойдем. Где вдалеке обелиск, на Йете. Вот. Да простит меня Джо Дассен, я вообще хотел ему целый букет дать, но так как мы стали дарить разным людям, то осталось вот так, 2 цветочка Джо Дассену и 2 цветочка Дэвиду Линчу, культовому американскому кинорежиссеру. Вау! Потрясающе! Где вот тут? Новое захоронение. Вот это да! А что все завяло? То есть это уже прошло несколько... Да. Они уберут, все здесь будет Вот идеально. это да! Место здесь, чтобы вы знали, где-то стоит, ну, может быть, $100 000. Нет, здесь намного дороже. Потому что я знаю, что напротив озера 160 000 для урны с прахом, не для могилы, не для гроба. Могила нормальная, здесь стоит очень дорого. А вот могила Джо Дассена, и я смотрю новую гитару, кто-то, смотри, положил. Как поставить, куда? Поставь сбоку. Вот так? Ну, может и так. Это красиво смотрится в перспективе. Так похоронен Джо Дассен, весьма скромно. Да. А что написано? Что он родился в Бруклине, написано. Написано, да, я понимаю, но вот здесь, где гитара, написано, что, в общем, ты, стихи моей жизни, ваша подруга Генриетта Франко, написано. Кто-то, поклонник, принес. И всегда что-то разное, каждый раз. Вот, например, по-моему, рук сердечком не было. Написано «Je à toi».
Атва это песня. Атва. Приходят, да. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Знаменитая. Вот я цветочки ему хоть принес. Подожди, а это не наш? Нет, это не наш. Они убирают. Мы уже ему приносили цветы один раз. Убирают. И это вот еврейская часть кладбища. Тут большая. Очень большой. И мавзолей вот этот тоже. Да. А теперь сейчас я мы... покажу вот эта территория вот за кипарисами. Да. Там эта территория Paramount Pictures. Но здесь не И видно. Главное. Видно. Вот эта башня. Paramount купила у кладбища для своей киностудии территорию. Самое Там делают интересное- фильмы, а здесь спят самое вечным сном. интересное, Очень много русских похоронено. Колбовский, вот. Илья Гринблат, Ну, например. евреев, да. Очень много русских. Борис и Клара вон там. Человек. Он озвучивал Человек, он- многие очень мультфильмы. «Человек тысячи голосов». И у него на могиле написано «That's all, folks», что означает «ну вот и все, друзья». Вот рядом с ним русские, вот Верновские. Там лежит Джо Дассен, и там проводят экскурсии. И американцы даже не все знают, кто лежит. Американцы не знают, что здесь... Что суперзвезда лежит. Они проходят. Вот там, например, помните сериал про 3 старушек с искрометным юмором? Самая старая с седыми волосами, а она похоронена вот там. Приехали в Дэвида. Да, положим ему цветочки. Он очень любил Кока-Колу, кофе, гамбургеры, поэтому люди приносят ему все, что он любил. И, конечно же, курить. Он умер от фиброза легких, насколько я знаю. И он сказал, что он заплатил за свое пристрастие к сигаретам дорогой ценой, но он не мог ничего с этим сделать. Настолько сильно было желание курить у него. А нету вот водички, жалко, нету. Ну вот, положим им цветочки. Покрупнее возьми. Обычно здесь огромное такое количество цветов, всего-всего. Они, видно, убрали, потому что слишком захламили. Малхолланд Драйв. Надо обязательно посмотреть, кто не смотрел. Хуберт. Здесь Мадонна стоит у креста. Фотосессию делала. Так вот, Дэвид Линч похоронен вот в этой зоне. Мы только что от него отошли совсем недалеко. И здесь стоит $160, 160 тысяч долларов урна. Просто место для- А через вот эту дорогу, где озеро, уже стоит 600 тысяч долларов. А вон лебедь. лебедь плавает, да? Да. Красавчик. Вот здесь вот саркофаг. Совсем недавно захоронили человека. Он был успешный предприниматель. И он умер довольно-таки молодым. Ему было 60 с чем-то, может, около 70. Он занимался дома спортом в своем спортзале. И у него остановилось сердце. И вот его там захоронили. Такое захоронение может стоить от 600 тысяч долларов и выше. В мавзолее, мы сейчас подойдем туда, лежит основатель Лос-Анджелесской филармонии и многих других очень значимых культурных объектов Лос-Анджелеса. Он был очень богатый человек, если он смог построить себе такой мавзолей. Пойдемте, я сейчас покажу поближе. А вот уточки отдыхают, и черепахи загорают на солнышке. А вот там кто-то стоит. Это цапля, не подходи, спугнешь. А это кто стоит там? Белый. Цапля, конечно. Цапля. Вот так можно быть похороненным в саркофаге прямо на воде на этом кладбище. Но это могут себе позволить только очень богатые люди. И там, вот с другой стороны, видно, как уточки с тобой рядом. Такое удивительное кладбище. Сегодня здесь будет показ фильма какого-то, поэтому очень много машин, все оцеплено. Где-то музыка играет. Они готовятся уже показывать кино, когда стемнеет. Вот кто здесь нашел свой последний приют. Его звали Уильям Эндрюс Кларк Джуниор. А вот если ты сюда повернешь, да, то вот мы увидим человека в шляпе. Это американский актер знаменитый Рейнольдс.
какая шея. Пойдемте посмотрим могилу Антона Ельчина. Да. Цапля и утка где-то. Здесь похоронен Сесиль де Миль, знаменитый американский кинорежиссер. Здесь похоронена Тамара Туманова, знаменитая актриса русская. Она танцевала у Баланчина, она была сначала балериной, потом стала актрисой. Это чья-то могила, я не знаю этих людей. Мы, по-моему, не нашли по именам их, но очень красивая статуя Христа у них. А вот снаружи тоже вот это вот, отойди назад и поднимись. Вот там вот Сесиль де Миль, два больших надгробия. Здесь, я не знаю кто, склеп, очень много склепов. Пойдем дальше. Это тоже знаменитый актер комедийный. Он так разговаривает с телефоном. У него ботинок, как будто это телефон. Вот, а мы идем вот туда. Там похоронена Мэриан Дэвис, знаменитая актриса немого кино. Вон ее склеп. Сейчас мы покажем. Вот здесь похоронена мать Чарли Чаплина. Даже фотографии, он с ней стоит. Она была актрисой мюзик-холла лондонского. И теперь, если ты поднимешь... Да, ой, белочка какая. Вау, привет. Она пришла в Ларе. Какая ты красотка, боже, и не боится людей. Привет. Ой, какая ты красотка, боже. Склеп Мэриан Дэвис. Актриса немого кино. Тут вот ее фотографии. Даврас — это ее, я так понимаю, по рождению фамилия, но у нее именно Дэвис, сценическое имя было взято. И она была любовница Херста, который был мультимиллиардер и который построил замок знаменитый Херста, который находится между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. И была госпожой этого замка, хотя Херст был женат, и жена знала о ней. Но у них такая была сильная любовь, что никто ничего не мог с этим сделать. А Антон Ельчин вот там похоронен. Вот он, Антон Ельчин, актер, трагически погиб. Пойдемте покажем его могилу. Он трагически погиб, он был раздавлен собственным джипом, не свались в воду, и прижат к решетке в собственном доме. Когда вышел проверить, по-моему, почту, очень молодой умер трагически. Написаны годы рождения, и дата смерти не написана, написано навсегда. Вечно живой. Родители очень любят его и приносят цветы постоянно. А здесь рядышком находится могила знаменитого кинорежиссера Тони Скотта, который снял фильм «Топ Ган» с Томом Крузом про летчика и много других культовых фильмов. Посмотри, какие милые совы. Любителем скалолазания, да, он был? Угу. Вот здесь они как раз садятся на этой лужайке и будут показывать во всю эту огромную белую стену слева кино. Да, это за. А вот здесь рядышком рок-легенда американской музыки, группа Soundgarden, Крис Корнелл. Он покончил жизнь самоубийством, повесился в гостиничном номере в Детройте, когда у него были гастроли с его концертами. И его лучший друг, солист группы Linkin Park, повесился после того, как Крис Корнелл повесился. Он повесился через 2 недели. А вот здесь Микки Руни, американский актер знаменитый, а рядом Олег Видов. Олег Видов? А это собачка Из «Волшебника изумрудного города. Скажи ты тогда. Вот, то-то. Ей сделан памятник, но в действительности собаки самой здесь, конечно, нету, но сделан памятник.
«Волшебник изумрудного города». Фильм она там играла. И вот это один из Рамоунс. Вот красивый очень памятник. Его тоже здесь нету. И пепел его у жены. А рядом какой-то румынский режиссер. Да, рядом румынский режиссер, и он получил на Московском кинофестивале, по-моему, серебряную медаль или что это? Не помню, как фильм его назывался. Вот, а здесь очень интересный склеп импресарио, который привозил Анну Павлову в Лос-Анджелес и вообще многих звезд представлял. Сейчас покажем его склеп. Это Бихаймер здесь похоронен. Он был импресарио и привозил многих звезд. Даже Анну Павлову в Лос-Анджелес. Очень симпатичный был мужчина. Я видел его фотографии, можно найти в Википедии. Да, они хорошо видны, но решетка. Обычно они все здесь гуляют. Но сегодня из-за фильма их закрыли. Сегодня суббота, а они наверняка хотят погулять. А им не жарко вот так? Я понимаю. А им не жарко? Сегодня жара невероятная. Это же... Это вот. Надо подальше как-то. Я, в принципе, сниму, да. Вот это уже выезд из кладбища. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Мы со всеми попрощались. Вот такая красивая ограда. А здесь вот похоронное бюро и офис. Все, что с похоронами связано, это здесь. Вот студия Paramount как раз. Да, вот Тебе здесь надо я- просто встать, потому Сейчас что вот иначе- встанем на красном свете. Ворота где? Дальше. Где ворота-то? Ну вот ворота одни. Я не вижу ничего. А вторые там. Я их не вижу, ворота. Дальше вторые ворота. Да, вот Paramount. Это первые Один, ворота. первые Вот центральные ворота. там. Да. Это рядом с кладбищем, мы просто объехали. Не ремонт какой-то. Вот главный вход. Встань, Я встань. не могу встать. Вот Paramount. Ну Не, что ж, нельзя дорогие встать. друзья, до встречи. Мы очень рады, что вы смотрите наш канал. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии. До скорых встреч, друзья. Всего доброго. Всего доброго. Пока. Впереди еще будет много интересных познавательных видео различных. Лос-Анджелес — огромный город, в котором есть просто океан всего. Вот сейчас, например, мы остановились на перекрестке, и здесь написано, что это Аллея Славы, какой-то боксерский клуб. Я даже не знаю, что это за Фредди Роуч Сквер. Это площадь Фредди Роуча. Кто это, что это, я ничего не знаю. Но даже вот на этом уголочке какая-то история, которую можно просто поинтересоваться в интернете и почитать. Всего доброго. Пока. До новых встреч. До новых встреч. Пока.